нас щелкнет в поле. Смотри, целый город здоровый, с монументами. Смотри сюда. Вот. Коля. Дикари не учли размеры, которые должны быть. Сколько получилось там? 40 сантиметров. Дикари не учли, они просто тупо копировали. Вот и все. Вот. Здесь монумент был огромный. Здорово. Здорово сильно. Какой-то индийский силы. Так, дали с орбиты. Ну, короче. Вот здесь древнего арамейского. Ну что, нагрели? Ароматный заведение, да? Вот одна тропинка как раз на запад. А Игорь где? Не спрашивай. Игорь! Внизу лежит обработанный то ли кусок стены, то ли кусок монумента. Но четко видны следы обработки. Упал явно сверху. И вокруг разбросано множество обломков. И вот еще лежат фрагменты от того же монолита. И дальше разбросаны еще фрагменты. Интересно. Вокруг камней растет мох. На самих камнях и вокруг них. Это место называют чертовым пальцем. Здесь вот мы наблюдаем интересные скальные образования, которые идут одной грядой. Вот это уже третий объект, там дальше будет четвертый, все в одном направлении. То есть направление также с востока на запад идет этой стены строго. И что интересно, что вот эти вот разломы в земной коре, которые здесь вот, их называют еще щели, они, скорее всего, образовались уже после того, как эта скала была каким-то цельным монументом. Возможно, конечно, что это какое-то наследие наших далеких предков, после которых Земля меняла свой облик уже не раз.
Ну, возможно, конечно, что это обычная как бы скальники, скальная порода. Но единственное, что интересно, она вся состоит из одинакового материала, это песчаник. Из этого же материала делаются дольмены. Вот. И на первой самой скале мы видели, как, значит, один край этой скалы обработан. Скорее всего, она была предназначена именно для монолитного дольмена, но почему-то древний мастер не смог закончить свою работу. Вот. А те отверстия, которые там сейчас есть, это уже современная как бы подделка, обработка, попытка высверлить отверстие в самой скале. А вот боковой край, он, конечно, имеет древнее происхождение. А много здесь вообще дольменов? Да, это монолит был. Раньше их было много. Сейчас осталось. А кто их разрушал? После войны разрушали местные жители. А зачем? На строительные материалы брали. У нас школа, по-моему, построена из этих камней. Раньше была здесь церковь, тоже ее разобрали на камни. Не знаю почему. Камней, в принципе, везде полно у нас на речке. Разбирали именно дольмены? Да, взрывали их. Даже взрывали? Интересно, вот тут видишь, какая стенка монолитная идет, да? Широкая. Здесь вот как будто пропил какой-то. Не, это рассыпалось. Это был монолитный ящик. Вот. Там передняя стенка откололась, вот, а здесь расслоилась. Вот она. И выступ. Мне кажется, это просто был выступ такой. Вот, знаешь, вот эта часть, она была с таким выступом. Нет, ты вспомни, сколько у них клыки такие Да, выходящие. клыки, это клык. Он тем более тут закруглен. Наверняка Просто там очень большой, с обычно той они стороны такой же в 2 клык раза есть. меньше. Вот только откуда вот этот камень тут лежит, вот, почему он валяется. Вот, Уже потом нанесено было. Ну там не пойму. А ниши круглые, что ли? Это видно обломок части. да, это, скорее всего, от него. Стенки. Передняя стенка упала, да, вот ее реальная толщина. Равно как и вот это вот, на чем стоим. А это кусок, Вот здесь очень а это похоже, кусок что было крышки, по-моему. продолжение Сюда вот. Да. Здесь видно, что похоже, что продолжение было в эту Нет, сторону. не было. Почему? Это просто клык такой. Клык вот этот, что вот здесь вот торчали, вот так вот. Да, они такие Вертикальные, закругленные были лиляты с обеих такие. сторон. А здесь вот как бы стенка вытесана была. А, кстати, вот очень интересная фраза. Поколение, да? Да, современное поколение, оно примерно было... Следующие будут по колено. А, как он подметил четко. В Шапсуге прошла информация, что где у нас находится большой шапсузский могильник, там до сих пор курганы, они явно выражены, такие холмики. Местные Разграбленный. Нет, они большинство целые еще. Местные жители обнаружили остатки человека. Но человек необычный. Он был 3-метрового роста, что якобы у него 6 пальцев на руке. Дальше мне информацию не стали распространять, не знаю с какой целью. Вот пока все, что мы А имеем. куда этот скелет дели? Не говорят? Там на месте он находится. А можно Они его немножечко отрыли, а дальше я даже не знаю, что там произошло с ним. пообщаться с теми, кто это знает, можно каким-то образом? Ну, такая информация закрытая, я думаю, что не получится. Ну, понятно, закрытая. Подойти, посидеть, на эту поговорить. тему вы здесь тоже можете поговорить с людьми. Они у нас здесь как паломники, они приезжают ранней весной до поздней осени. Они построили себе в горах фанерный домик, и у них как бы своя философия, связанная с космосом. И они мне тоже, кстати, вот говорили про этих людей, которые раньше жили по 300 лет, что они были очень высокого роста, около 3 метров. Это они, наверное, больше расскажут вам. У меня с ними дискуссии на минут 15 хватило. Ну, а сам-то знаешь этих людей, которые тебе рассказывали? Тебе кто-то рассказывал? Как к ним Вот подъехать, именно пообщаться? про остатки Да. этого человека. Ну, это как бы мой родственник, он просто общался с этими людьми, он общается до сих пор. Как бы надежда еще не угасла, что все-таки, если это правда, то нам что-то покажут. А снимки какие-то не делали они? Ведь наверняка все равно, если такой Нет, объект они нашли. люди, скажем, такого здесь сельского характера, у них нет ни фотоаппаратов, ничего. Андрей, а далеко это вообще отсюда? Нет, от Шапсуги это буквально, наверное, 5 минутах на этом лазике езды. А место примерно знаешь? Место знаю, но там будут с километра на километр этих захоронений. Такой дольмен, ведь много версий существует, а никто на них еще до конца не ответил. И как вот мне вот все рассказывают, что все дольмены располагаются на земном разломе, откуда идет энергия. И вот с помощью этого портала она распространяется. Так вот, вы когда поднимались сейчас вот на предыдущий дольмен, напротив него, вот именно куда портал смотрит, есть дерево, дуб. А этот дуб на более чем 360 градусов обвивает клен. То есть явление редкое.
И вот там ребята, которые вот охранники, они много интересного рассказывали. Одна история была такая, что у них там собачка есть, вы видели, да? Которая охраняет. Вот. У них жил котенок. Вот. Когда только эту собачку туда привели, на тот дольмен, она этого котенка перекусила, сломала хребет. И они, может быть, врут, может не врут, не знаю. Они взяли этого котенка и положили в дольмен. Вечером. Утром он уже бегал. На своих ногах, полон сил. Я не знаю, это сказка, не сказка. Я бы что хотел сказать про этот дольмен. Очевидцем был я. Привозил туристов сюда, и они фотографировали его на iPhone. Ну, как бы ходят, фотографируются, все. Потом мы начали снимки рассматривать. Вы видели, внутри темнота постоянно, даже когда солнце светит. Сюда солнце вообще не пробивается. Мы начали рассматривать фотографии, смотрим, а внутри яркая точка горит. Как будто луч солнца пробился. А мы его не видели сами. То есть аппарат это зафиксировал, а мы этого не видели. Потом Олег как на меня вышел. Я тему создал в соцсетях «Шапсугская аномальная зона». И там я выложил... начал я в этой теме собирать все интересное про Шапсугу. И кто-то там из форумчан туда выложил фотографию. Стоит мама с ребенком. По-моему, даже возле этого дольмена. Или, может быть, на городище, не помню точно. И видно, их папа фотографирует в скоростном режиме. То есть, когда за 1 секунду происходит много кадров. Первый снимок. Мама стоит с сыном спокойно. Второй снимок, пробегает такая тень. Не знаю, Олег видел, не видел. Ты видел эту фотографию на форуме? Ну, на радар то не заходил. Вот там, где чертов палец, почему называют мастерская дольменов? Там ведь фактически это не дольмен, а полуфабрикат. Есть в этом логика, объясняю. Вот дольмен стоит, рядом, сразу говорю, нету строительного материала, то есть песчаника. У нас он только расположен там. Я же вам показывал там на одну сторону того скальника, что там вот явно видно черты, как будто те древние люди пытались сделать стенку, начали ее обрабатывать. Это вот явно выражено. То, что там уже эти отверстия, я сразу говорю, это современное рук дело. А то, что это стена, это 100%. 100%. Вот. Я вам книгу показывал Акимченко. Вот я, в принципе, оттуда много информации почерпнул. Детям я вообще сказку рассказываю. Что касается вот этих вот мастерских, там внизу, если вы обратили внимание, у подножия этих скал лежит такой ровный камушек. И по информации этого Акимченко, что невдалеке от этих мастерских жили ведьмы. И туда приходили на шабаш, вот на эту мастерскую, и там приносили жертву своим богам, вот именно на этом камне. Потом я начал часто посещать ту скалу, как вы говорите, чертов палец. Ну, наверное, без меня там ничего не увидели. И там, начал просто фотографировать со всех ракурсов, ходить. И увидел, допустим, там вот 2 камня, которые наверху. Если подойти с определенного ракурса сфотографировать, то явно выражено, как будто это человеческая голова. Одна лежит на боку, другая в нормальном положении. Но парадокс в том, что они все смотрят вот именно там, где жили у нас ведьмы. Ниже, вы, наверное, тоже не видели, там вот явно выраженный силуэт с острова Пасхи, каменный идол. Но с глаза все видно. Видели вы это, нет? Или не обращали внимания? Мы еще раз посмотрим фотографии. Мы все сфотографировали. Со всех сторон. Существует другая легенда, что вот именно на чертов пальце, почему чертов палец, что оттуда якобы бьет какая-то негативная энергия. Я даже, кстати, фокусы проводил. Какие? Там раньше метрах 15 от этой скалы было бревнышко. Я людей туда сажал просто, говорю, вот сядьте и просто смотрите на эту скалу. И там потом кошмарики начались. Кому там что только не казалось. Кому царевна, кто-то видел там льва. Там же видели всякие вот выбоинки с этой скалы. То есть на самом деле, если долго смотреть туда, может всякое там показаться. Вы там ничего не замеряли на чертов пальце? Замеряли. Норм. Норма везде. Может быть, там бывают всплески. Всплески сейчас там пошли ниже. Метров 10, где вулкан сейчас много открылся. Всплески радиации. А Это возможно. как такое можно? А есть некоторые дольмены, которые пульсируют. То есть меньше радиации, потом через некоторое время больше. Они как бы накапливают, видимо, энергию, а потом ее выкидывают. То есть как бы Как периодически. конденсатор. Да, не постоянный поток идет. Ну так по поводу того, что вот именно через портал энергия подается, это правда, неправда? Радиация я имеет тоже переменное считаю, значение. Это уже о чем ты говоришь. Я считаю, что он То есть действительно качество стоит показаний. на разломе где-то, Ага. где вот идет вот этот поток энергии, который трутся плиты земные между собой, они создают мощную вот эту
энергию. Кварц это пьезоэлектричество. Да, и это пьезоэлектричество, оно выходит, вот, концентрируется, видимо, в форме дольмена в какую-то определенную точку, и потом она выходит вот именно пульсация, то есть через каждые там 5 минут или через 10, некоторые могут там с другой какой-то периодичностью работать. Но мы вот рамками замеряли, и действительно, то они стоят, потом раз начинают крутиться, причем бешено, потом опять начинают вставать. То есть это периодически. Я не помню по поводу А пьезоэлементов. закрытие крышки, видимо, когда не надо, чтобы он работал, это закрывалось просто. А, кстати, у нас в Рыбинске музее есть эти Или кнопки. накапливалось. Да, мы видели По такое. поводу пьезоэлементов. Вот в последнее время со многими же общаемся по поводу дольменов. И все начали сходить к тому, что такое кварц. Это то же самое стекло. Да. Это тоже самый очень хороший проводник. Проводник. Да, и многие высказывают версию, что вот именно дольмен это какой-то информационный поток. Информация идет. Вот на том дольмене, на котором мы были в начале, там даже вот и хозяйка, она рассказывает, что вот задай вопрос дольмену, и через некоторое время ты получишь ответ. Возможно, на каких-то тонких уровнях. Потому что вот такой комплекс, он как бы един с землей. Это как ведическая вот эта цивилизация, которая была. Они силы природы умели использовать. Причем разные. Олег, еще минуточку внимания, кстати, я вам забыл сказать. Даже Это я самопостройка. буквально узнал 2-3 дня назад. Вот где вы были на мастерской, значит, меня туда ребята попросили отвезти. Вот. Они этот раньше эту мастерскую видели. А потом говорят: Андрей, пойдемте покажем маленький фокус. Я говорю, ну пошли. И пошли там у нас, наверное, человека 4. Идем. Просто от этой мастерской идем, метров 20 прошли. И они мне говорят: слушай себя, что ты чувствуешь? Шла дама рядом, она аж начала сама задыхаться. Ну я прошел, в принципе, нормально, там часто бываю. И кто-то все рассказывал, он говорит: вот в этом месте, говорит, существует труба, по которой переходят души. Я сильно не стал вникать. Вот, это первый момент. Сейчас, кстати, мы поедем с вами на другой дольмен. Это у нас тоже еще один есть такой человек, я тоже там с ним побывал, вот этих дольменов. Он говорит, походил возле дольменов, теперь говорит: Андрей, теперь пойдем через поле. Там тоже это, такое поле есть. Иди и себя чувствуй. Он был там с дамой, но опять же я шел, я ничего не чувствовал. Он говорит: вот здесь вот чувствуешь, как она прет? Вот сейчас надо попробовать будет. Один же, да? Нет, 2 или 3 было. Вон справа еще один. Второй там, вот, Андрей, вот там второй. А если третий, надо перевести. Не третий раз. Вандалы грабили. Поток нейтронов, вот это нажимаешь и бьешь. Они просто расчищали, потому что это на раскоп археологический совершенно не похоже. Почему? А? Ну, потому что так не копают археологи. Потому что Андрей археолог. Сколько? 12. 13 было. Да, тут копают. Вон там. Андрей, Какой? я знаю, там второй. Нет, я просто какую версию выдвигаю, что это могут быть не курганы, а засыпанные дольмены. Потому что вот это тоже фактически был курган. Они его раскопали, сверху нашли крышку, и тогда начали делать раскоп. Что буква Б означает, интересно? На дереве. Она как раз примерно того возраста, когда и копали их. Кстати, вот эта деревяшка интересная. Как будто специально ее поставили. Чем это направляется? Угу. Ну, скорее всего, чтобы камень не упал, подпорочку сделали искусственную. Нет, Коля, эти вот расчищенные дольмены, они были не под курганы у нас. Отвалов почти нет. Они расчищали, археологи, верхушки торчали, наверное, они расчистили их. Так что это... Ну, я ваш сайт там открыл, это альтернативная история. Вот там есть, в кинозале прям. В кинозале уже есть. Вот еще один раскопанный курган. Кинозал и на ютубе, канал ютубе. Андрей здесь берет. Черный свитер. Андрей,
существует две пещеры. Одна большая Панагорийская, а рядом с ней есть пещера, называется Кошачья. У нее постоянно скрытые координаты. Почему? Пещера малопосещаемая и уникальная. Уникальная чем? Что внутри пещеры до сих пор сохранились остатки древнего человека. Они уже в форме сталактитов, у них такой своеобразный оттенок. Вот, и они там находятся на высоте примерно, наверное, метров 3, под потолком лежат. Кости, череп там есть. Вот. Вход в эту пещеру идет по ущелью. Ущелье тоже уникально в каком плане? Что, скажем, дно этого ущелья выложено большими плитами правильной формы. Размерами примерно шириной сантиметров 80, длиной по 1,5 метра. И толщиной, наверное, тоже 80 сантиметров. Длина этого ущелья, наверное, метров 200, ширина метров 10. Да. И в конце этой мостовой, ее, кстати, называют, да, еще мостовая, резкий обвал метров 10. И вот со стороны смотришь, как будто это какая-то площадка для приземления, может, космических кораблей. Ну, то есть, ну, завораживает, как посмотришь на нее. Природа ли это создала, непонятно, или человек. Значит, справа от нас и слева от нас находится Брен-Шапшутская, ромашковые поля. Место называют пупок земли. Почему? Что якобы эти вот самые такие центровые у нас места силы, что оттуда идет энергия. Могу кое-что продемонстрировать, если мы поднимемся туда или туда. А вот про этот источник немножко расскажи еще. Да, источник перед вами находится серебряный источник. У него много названий, кто-то называет его живая мертвая вода. Он интересен тем, что на расстоянии 40 сантиметров друг от друга бьют два источника воды. Вода в них разная по вкусу и по составу. Одна якобы живая, другая мертвая. Почему одна живая? Одна обычная родниковая вода, якобы обогащена ионами серебра, которая идет с левой стороны. С правой стороны мертвая вода. Почему? Она происходит от таяния подземных ледников. То есть обычно талая вода идет. Поэтому она и мертвая.